Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжаем делать титановые детали. Вот с этого гигантского 26-килограммового титанового прута. Для ходовой части нашего болида формулы R1. Сделал, кстати, еще один чертежик. Пока что это для вас неизвестно что, но это деталь задней подвески. Похоже, что на эти ступицы мне титана не хватит, потому что остающийся кусочек придется использовать на вот эти детали. Это обойма подшипника будет наружная, которая будет прикрепляться к заднему кулаку. Меньше слов, больше дела. Сегодня токарный день, будем токарить детали. Пошел процесс, его уже не остановить. Вы мне говорите, зачем, мол, я делаю сразу из титана. Почему бы не поставить все на вазовской комплектухе, мол, а вдруг что-то не получится. Друзья, я когда что-то рассчитываю делать, я на то, что не получится, никогда не рассчитываю. У меня всегда стопроцентный результат. В каком он будет как бы виде, да, я не угадаю, как в Формуле 1, естественно. Но как-то более-менее приближенно постараюсь сделать, чтобы так же хорошо все ехало. Явно будет лучше обычного автомобиля какого-нибудь, над которым тоже, кстати, инженеры пыхтели очень много. Но прикол в том, обычная тачка, она рассчитана как бы больше на комфорт, нежели на какое-то соблюдение траектории. Поэтому у меня здесь есть преимущество никакого комфорта, все силы пущу в трековые все вот эти свойства. Сегодня день начинаю с того, что точу на повышенной подаче. В 2 раза повысил, так как материал обрабатывается очень хорошо. И будем продолжать грызть. Уже что-то вырисовывается. Перешел непосредственно к отрезанию заготовок. После чего уже продолжится выполнение операций на частот. Ну, очень жесткий металл, друзья. Я думаю, за ним будущее в нашем болиде. Не хочу гусарствовать. Последние 8 мм диаметра допилю ножовочкой. Пропилил пол диаметра, здесь где-то 8-9 мм, и попробую сломать. Если бы здесь была сталь, то оно бы легко сломалось. Надеюсь, титан будет пожестче. О, чуть-чуть согнул, но сломать не смог, даже давя всем телом. Но это очень хорошо, ребята, значит, можно сделать ее немножко меньше в сечениях, нежели если бы я делал стальную. Потому что, смотрите, ну это вообще космос. Такая прочность при малом сечении. Надо продолжать дальше пилить, потому что, ну, не могу. Не могу. Вот так, друзья, в домашних условиях идет процесс конструирования гоночного болида. Начал проектировать заднюю подвеску. Вот прямо на полу, прямо дома. Здесь у меня, смотрите, шина лежит. Вот. Миллиметровка. Разные всякие коробочки, суппорта, вал вон, вазовский. Чего здесь только нет. В компе на калькуляторе перепроверяю, как работает подвеска. Вот, смотрите, видите? Здесь есть все параметры. Правда, я тут почти ничего не понимаю, к сожалению. Можно подключать рулевое управление, амортизаторы добавлять привода. И все это, так сказать, наглядно изучать и смотреть. Можно за колесико шевелить, смотреть, как реагирует подвеска. Ну, у меня ход подвески очень маленький, реагировать сильно не должно. Ну вот процесс идет как-то так, решил вам его показать, ребята, думаю, будет интересно. Как вы понимаете, все у меня делается интуитивно, вот так. Ну и как вы понимаете, все-таки я все проверяю. Смог сломать, но тут совсем маленький пятачок остался. Деталь все еще тяжелая. Вот что она из себя представляет. Ну а вот тот самый излом. Видите, какой маленький. Когда была половина, я не мог ее поломать. Следующая деталь, диаметр хвостика 6 мм. Попробую сломать. Нет.
Слишком прочный металл. Не получается. Диаметр 5 миллиметров или около того. Вот тут уже, я думаю, получится. Пружинит. Сломал. Вот такой кончик. Даже его трудно сломать. Удивительно, что при такой прочности очень хорошо поддается токарной обработке. И смотрите по следам от патрона. Вот. Их практически нет. Перевернул заготовку другой стороной и буду торцевать кривую часть. Вот посмотрите, друзья, отрезано ленточкой. Как вы любите. Видно вот этот даже полукруг внутри. Ну, обычно так режет ленточка. Теперь смотрим, как она экономит металл. То есть как бы можно, наверное, конечно, ровно всегда отрезать, но зачастую я вижу вот такое вот. Поэтому я отрезаю резцом, и не парит меня совершенно отсутствие ленточки в гараже. Плюс я люблю работать за одну установку, то есть зажимать за кусочек жертвенный и делать деталь, а этот кусочек потом остается. Поэтому все равно идет перерасход металла. Но я делаю со всех сторон, зачастую с одной установки. Не всегда, конечно, но если надо какой-то особо точный вал сделать, то я его сделаю. А сейчас мы ликвидируем последствия ленточного отрезного станка и будем делать вот эти детали. Диаметр заготовки большой, торцевание идет долго, поэтому одновременно можно еще одну операцию сделать. Сделать центровочное отверстие. Довольно-таки часто применяю такой метод одновременной обработки, который позволяет сэкономить время. Бывает, еще сверлю одновременно. Эту болванку надо будет сверлить очень большим сверлом. Посмотрим, как поведет себя быстрорез на титане. Одно дело центровать, центровка из R18, а другое дело из R6 M5 сверлить огромное отверстие. Я, друзья, сам в шоке и никогда бы не подумал, что буду делать такую токарку. Ну вот смотрите, работа на всю пластину. Здесь у нас 100 миллиметров, а здесь у нас 120 миллиметров. То есть 20 миллиметров за проход я беру. Это просто жесть. Никогда бы не подумал, что так будет брать мой станок токарный. А вот какая титановая стружечка получается. Короче, ребята, я так понимаю, дело такими темпами быстро у нас пойдет. Даже невзирая на то, что я сейчас все это дело снимаю, трачу время. Но мы ускоряемся за счет жирной стружки и за счет туцы. Начал процесс сверления, вроде бы неплохо идет. Но обороты сами видите, какие сверхмалые. Здесь, наверное, 50 оборотов в минуту. Потихоньку выгрызаю. Сверла хватило на 5 сантиметров. Сейчас будем его вынимать и затачивать. Видно, что на краях огромные задиры. Сейчас подточим и сделаем еще 5 сантиметров. Моя цель заглубиться на 140 миллиметров. Данное сверло около 25 миллиметров в диаметре. Оборотики поставил еще меньше. Соответственно, чтобы меньше оно горело. Дело оказалось гиблое, поэтому решил обрабатывать резцом. Какое-никакое отверстие уже есть, можно продолжать. Потихоньку дело доходит до растачивания посадки под подшипник. Параллельно здесь я разложился, друзья, и проверяю весь свой мерительный инструмент. То есть проверил микрометр, проверил вот такой вот интересный нутрометр. Именно им я и буду измерять все. Калибровал микрометры с помощью концевых мер длины.
Потому что мало ли, как настроен микрометр, и мало ли вдруг у него есть выработка. Вот видите, все как бы нормально, все в нолях. Почему так упарываюсь, друзья? Ну, просто титановая болванка в первый раз у меня в жизни, и не хотелось бы ее запороть. Вот это, ребята, очень удобный нутромер, который сразу все показывает. То есть это не относительный нутромер, как мы обычно привыкли видеть со стрелочками, а нутромер, который непосредственно показывает размер. Видно, что здесь в минусе 1,5 где-то. Это в допуске, потому что, судя по чертежу, должно быть от минус 13 до минус 30 там с лишним микрон. Такой нутромер еще хорош тем, что позволяет просто гигантские внутренние диаметры измерять. У меня есть все штанги, и можно набирать, получается, до 600 миллиметров. Короче говоря, вы, я думаю, уже поняли, что хочется точно все сделать. И так оно и будет. Ну что ж, друзья, долго я мурыжил, прежде чем сделал посадку. Теперь нужно сделать канавку. Этот подшипник, он точно такой же по длине, как и приводной, поэтому можно по нем ориентироваться. То есть это проще всего. Использовать его длину как калибр, чтобы сделать посадку под вот это кольцо. Уже изготовил специфический резечек шириной 2,5 мм. Ну, даже чуть-чуть меньше, чтобы канавка была плотнее. И будем пытаться прорезать. Благо все приспособы у меня для этого есть. Сделаю вылет как можно меньше. Все делаю по УЦИ, потихонечку. Главное не сломать резец. Резец очень ценный. Долго делать такой потом. Ну, вроде процесс идет, ребят. Отлично. Значит, все получится. Вроде бы получилось, друзья. Резец оказался вполне жизнеспособный. Теперь будем проверять, как становится шайба. Заходит ли она? О, по-моему, вообще как-то сверх, даже плотно. Ну, что могу сказать? Могу сказать одно. Подшипник там не болтается. Вот, видите, вверх поднял, он даже висит. Мега точно получилось. Это круто. Можно теперь делать финишную токарку. Деталь уже начинает принимать легкие формы. Стенки утоньшаются. Сейчас постараюсь воспользоваться вот этим резцом, чтобы снять концентраторы напряжения. Для большей усталостной прочности. Вот так. Для окончательного отрезания поставлю вот такой резец. Это Sandvik, друзья. Наконец-таки у меня руки до него дошли, и я купил державку, чтобы зажимать эту пластину, которую Леха мне подарил. Есть 10 вставочек таких теперь. Ну, надеюсь, будет отлично отрезать. Да куда оно денется? Державка, получается, зажимает пластину с двух сторон, и ее можно выдвигать под необходимый диаметр. Конечно, слишком чрезмерно баловаться не стоит, но вот в данном случае немножко дорезать можно. Сейчас отпадет, чувствую. Оп, все. Вот что у нас получилось, ребята. По факту это корпус подшипника. Нужно еще будет просверлить здесь 6 отверстий. И немножечко облегчить, потому что еще нужна обработка с этой стороны. Просто необходимо. Ну а с этой заготовки мы сделаем вторую точно такую же деталь. Дополнительно облегчаю. Все равно в этом месте деталь не особо нагружена. Здесь только на растяжение. Подшипник, он как бы краями в основном упирается, получается. И можно эту область немножко облегчить. Главное все делать с плавными переходами, чтобы не было концентраторов напряжения. Ну что ж, ребята, вот они и готовы. Борьба с отверстиями была нешуточная, но я победил. Затупив при этом целую кучу сверл, пришлось некоторые по нескольку раз перетачивать.
Потому что минимальные обороты моего станка все равно сжигают большие сверла. Если маленькие идут нормально, то есть до 4 мм все сверлит, свыше уже начинает резко подгорать. Как вы можете заметить, я вставил сюда колечки. Можем, кстати, посмотреть, сколько сие весит. Что мы зря заморачивались с титаном. Сначала взвешу аналогичную деталь. Значит, ступица весит у нас в сборе с подшипником 1522 грамма. Наша аналогичная деталь, тоже с подшипником, естественно, весит 990 грамм. То есть мы экономим, если вот так, в 2 раза. Ну, если с подшипником, то на 30%. Ну, все остальные детали будут в 2 раза экономиться. Так что хорошие новости, ребята. Наверное, возьму я их сейчас с собой и поеду к другу на запрессовку. Большой к тебе вопрос. Очень. Большой, огромный. Ты готов титановые детали увидеть или нет? Давай, показывай. Вот, а-та-та. Ой, ты что это, на расфертол отдавал, да? Клево, да? Это осталось подшибос запрессовать туда. Подшипники я тоже привез. Надо твоим прессом воспользоваться. Ну, ты знаешь, титан он такой, он не царапается, легко очищается, так что это не проблема. Это Женя койот, ребята, если вы не знали. По джиксеру. Что, уже пошло? Идет? О, хорошо идет или плохо? Отлично. Да? Вообще, да, глянь. Угадал я, да? Не, ну прям... Не, идет отлично. Ну, отлично. Давление не создается, да? Когда обзор на твою мастерскую будем делать, а? Когда доделаю Мерседес. Мерседес? Да. Крови попил. Вот так, ребята, такая шикарная мастерская. Сколько мотоциклов здесь было отремонтировано. Гигантское количество. Мое почтение, то, что надо. Отлично, да? Угу. Бум-бум-бум. Мне кажется, перегрубил я, не? Нет. Вторая тоже неплохо идет. Книпекс возьми. Книпекс. Уже? Да? Я даже не успел сфокусироваться. Все, ребята, детали готовы. Получилось 2 штуки. Получается, это крепление ступицы. Сюда ступица будет со шрусом вставляться. На заднюю ось. Сэкономил около 1 килограмма веса. Получается, с 2 деталей. Если бы были сделаны из стали, было бы на килограмм больше. На этом все, ребята, наверное. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. В следующем видеоролике буду делать еще 2 детали титановых.